Всем привет, друзья! Сегодня интересная тема, я надеюсь, будет. Тема, чем снимает Favioныч последние 7-8 лет и почему, собственно говоря, почему я здесь этот выбор сделал. Вы знаете наверняка, что последние годы большинство камер, которые я использую, в первую очередь это, конечно, компания Sigma, Favion DP3M, называемая камера. И почему я ее использую? На самом деле я искал камеру, которая позволила бы передать настоящий цвет, как в цветной фотографии, так и черно-белые какие-то артефакты, чтобы не было. И есть, конечно, у этой камеры очень интересные преимущества, но есть недостатки, подробнее расскажем, наверное, в помещении. Так что смотрите, подписывайтесь, будет интересно. Итак, мы пришли. Чем же все-таки так меня привлек этот маленький кусочек пластика и металла из Японии, что я так долго на нем задержался, несмотря на то, что большое количество камер еще лежит там в шкафу, но больше всего я пользуюсь этой камерой. И здесь я могу сказать, что есть 5 преимуществ, 5 недостатков этой камеры. Первое преимущество — это цвет, конечно. Вы слышали наверняка, что эта камера отличается выдающимся цветовыми признаками за счет технологии Favion, которая позволяет с одной точки пространства собирать 3 цвета, так же как пленка, фотопленка. Все остальные камеры, которые выпускаются в мире, они собирают с одной точки только один цвет, или сигнал яркости, или сигнал цветоразностный. Соответственно, отсюда все артефакты, вы это все можете наблюдать не только в JPEG, но и в принципе в RAW то же самое, все это видно. Алгоритмы, конечно, все это округляют, но, уверяю вас, все это все равно видно, поэтому Sigma — это первая компания, которая стала в гражданских целях использовать матрицу Favion, компания американская Favionics. Значит, почему DP3M? DP3M, потому что все-таки это портретный режим, это мой любимый. Есть еще DP2, DP1 для ландшафтной съемки. Эти камеры очень популярны. DP3M выходил позже всех, поэтому в нем реализован более скоростной процессор. Некоторые считают, что эта камера более резкая, это так и есть. Но споры ведутся. Я на своем примере могу сказать, что резкость выдающаяся, и благодаря тому, что стоит выдающаяся оптика. Дальше. В черно-белом и в монотоне эта камера снимает так же, как среднеформатные камеры. Это доказано, и, соответственно, на моих работах вы это можете увидеть. Почему это? Потому что, кто печатает, кто делает большие увеличения, там А2, А1, в принципе, понимает, о чем речь. Третье. Премиум оптика, я уже говорил, повторюсь, что несмотря на то, что кажется, что здесь небольшого размера объектив, но тем не менее это премиум оптика, потому что даже по фотографиям можно посмотреть и видеть, что во всяком случае, она видит больше, чем мой глаз и многих остальных фотографов, и обладает выдающимся разрешением, очень маленькой дифракцией. И на одном из форумов даже люди писали в комментариях с моими фотографиями, что на этой камере можно увидеть дифракцию света. Это на самом деле так, потому что разрешение большое, и когда снимаешь какие-то такие операции, возникающие уже на грани дифракции света, вот этих интерференций, все это выдающиеся картинки, и это, конечно, очень вдохновляет. Размеры. 4-й тип — это размеры камеры. Понятно, что сейчас зеркальные камеры в таких вариантах не выпускают, но и, в принципе, в то время. Тем не менее, даже несмотря на то, что сейчас вышла камера размер сигаретную пачку, FP серия Sigma, там, к сожалению, не стоит Favion, но я надеюсь, что все-таки выйдет камера. Тем не менее, эта камера очень компактная, легкая, и почему я об этом говорю, потому что при съемках в музеях, в съемках скрытом каком-то варианте, когда вы стрит снимаете, чтобы незаметно, и, соответственно, черный цвет, она не выглядит как профессиональная камера, поэтому большинство людей, они даже не обращают внимания. Охранники много раз, когда я доставал эту камеру, они даже не реагировали. Как только доставалась зеркалка, соответственно, всех людей отправляли или сдавать там куда-то
в багаж или еще куда-то. Благодаря этой камере я сделал массу снимков, которые действительно с обычными камерами я бы не сделал. Именно из-за размеров, именно из-за того, что она достаточно такая в стиле Z, квадратная, небольших размеров, поэтому я тут даже если одеваю бленду, в принципе, намного увеличивается размер. В таком варианте она уже смотрится как что-то более крупное. Ну и пятое, конечно, это качество на выходе. Это касается всего и разрешения, и цвета, и сколько она собирает света, и вообще результат, который позволяет эта камера сделать. Поэтому я настоятельно рекомендую попробовать эту серию DP3 именно, или DP2, DP1 Meril серии, в честь фотографа, к сожалению, который ушел от нас. Это выдающийся фотограф, который имел отношение к разработке этого сенсора. Поэтому теперь, что касается недостатков. Ну, здесь практически параллельно, да, то есть особенности конвертации. Поскольку слои находятся в 3 слоях, обычные RAW-конвертеры с ними не работают. Поэтому изначально с этой камерой идет родной софт, Sigma SPP, так называемый. Он достаточно своеобразный, потому что он работает дистанционно, обращается к файлу. И, соответственно, время даже на самых быстрых компьютерах все равно это, так, замедленно. Есть альтернативы, есть замечательная программа Irradiant, которая позволяет и быстрее работать, и более качественно, и, соответственно, имеет массу настроек, в том числе и в инфракрасном диапазоне. Обратите внимание на эту программу, она платная. Дальше. Ограничения по свету. Из-за того, что верхний слой синий-зеленый, а нижний слой красный, да, соответственно, многие даже не пробовав эту камеру, говорили о том, что с красными оттенками будут проблемы. Это не так на самом деле. Красный цвет она передает великолепно, но есть ограничения по чувствительности. Понятно, что она на 6400 там ночью не снимает, как там Leica или там какие-то современные камеры, которые только что сейчас вышли. Но, тем не менее, я снимал в режиме VPS и снимал даже на 1600, и шумы эти можно убрать, поэтому камера достаточно универсальная. Но большинство людей считает, что выше 400 ISO она не может снимать. Можете посмотреть мои фотографии на 400, на 800, на 1600. Даже в темных помещениях я это все снимал, и вплоть до без штатива. Значит, несъемная оптика – это недостаток, но я считаю это преимуществом, потому что все нормальные камеры, которые выпускались в начале прошлого века, в середине, никаких там съемных оптик не было, оптика передвигалась сама. Поэтому имеется, да, кстати, центральный затвор, забыл сказать, это уникальная камера, еще обладает центральным затвором, несмотря на то, что здесь количество лепестков 8 всего, не 9, как в DP2, но вот это сочетание фавиона, центрального затвора, дает ту картинку, которую все хотят, все ищут. Дальше матрица APS размера, то есть матрица не полноразмерная, не полнокадровая, но полнокадровые камеры такого размера в 2012 году, даже если бы они вышли, я думаю, в принципе, они были, кстати, Sony, это, по-моему, $3000, что-то так, но это никак не $1000, поэтому, что касается APS, есть поклонники APS и считают, что это очень хороший формат, но, тем не менее, конечно, хотелось бы полный кадр всем, но, тем не менее, это не полный кадр. Ну и пятый, я выделил несоответствие цены и качества для конкурентов. Я выделил как недостаток, но недостаток не для камеры, а для конкурентов. Камера это не выпускается, соответственно, спрос на нее высок. Недостаток или преимущество? Решайте сами. Вот такой обзор от Фавионыча. Я надеюсь, что вам было не скучно. Смотрите мои фотографии, подписывайтесь на канал. Всем пока.